Всем привет! Меня зовут Марина. Вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы с вами на русском языке будем путешествовать на Дальний Восток России, а именно мы с вами окажемся в Приморском крае, в городе Владивосток. И давайте сразу начнем с названия города. Владивосток состоит из двух слов. Я думаю, вы слышите, здесь есть слово «восток», да, это крайняя, самая далекая восточная часть России, и есть слово «влади». «Влади» — это от глагола «владеть». В России существует два таких названия города, в которых есть это слово, этот глагол «влади», «владеть». Владикавказ, «владей Кавказом», и Владивосток, «владеть Востоком». Это вот такое вот название у этого города. А теперь несколько фактов. В этом видео я обязательно покажу вам фрагменты нашего путешествия по Владивостоку. И во время путешествия я вам, конечно, буду рассказывать, что я вижу, что перед вами и так далее. Но для начала несколько фактов о городе. Владивосток – это город сопок, да, такие маленькие горы и туманов. Говорят, что июнь месяц – это очень сильные туманы во Владивостоке. Мы сейчас приехали в мае. Это видео вы смотрите в июне, как раз в сезон туманов. Владивосток находится на берегах Японского моря. Уссурийский и Амурский заливы как раз вот впадают в Золотой Рог. Это берег Владивостока. Некоторая часть Владивостока как раз называется Золотой Рог. Владивосток с поразительной архитектурой. Казалось бы, город на Дальнем Востоке, но местами этот город напоминает Петербург. Очень много строений XIX века. А Владивосток был основан как военный пост. А первый гражданский житель прибыл во Владивосток в 1861 году. А вот уже как город это место основалось, да, вот этот населенный пункт основался только через 20 лет, то есть фактически в 1881 году. Владивосток очень долгое время был закрытым городом, потому что здесь находилось очень много военных баз. И только в 1992 году тогдашний первый президент Российской Федерации Борис Ельцин открыл этот город для приезжих из России и из других стран, то есть и для россиян, и для иностранцев. И снял этот особый статус закрытого городка. В 2012 году во Владивостоке проходил саммит АТЭС. И благодаря этому саммиту город сильно изменился. Во-первых, в городе были построены 3 моста. Самые известные мосты – это Золотой мост и Русский мост. Русский мост – это мост, который связывает город Владивосток с островом, который так и называется – остров Русский. На острове Русский до 2012 года жили очень мало людей. Там в основном находились военные базы. Сейчас на острове Русский уже больше населенных пунктов, гражданских населенных пунктов. Есть большой дальневосточный университет, федеральный университет и большой океанариум. В этом океанариуме мы тоже гуляли, благо была плохая погода. Мы, не жалея момента, не жалея периода прогулки по городу, сразу поехали в океанариум. Золотой мост – это мост, который соединяет основную часть города Владивосток с промышленной частью. Сейчас, после 2012 года, эта промышленная часть уже не считается такой промышленной. Это спальный район, спальная часть города Владивостока. И тоже благодаря мосту сильно и быстро развивается.
Давайте остановимся на мостах, потому что даже на банкноте в 2000 рублей есть город Владивосток, и с одной стороны это Русский мост. И вот, кстати, моя фотография, как я стою с купюрой на фоне Русского моста. Русский мост – это самый большой мост в России. Самая высокая его точка – 324 метра. А в мире это второй по высоте мост. Золотой мост – это мост длиной 1388 метров через бухту Золотой Рог. Золотой мост, у него необычные пилоны с буквой «В». Очень просто различать русский мост от золотого моста. Золотой мост есть пилоны с буквой «В». В русском мосте буква «В» вертикаль, да, вверх тормашкой. Бухта Золотой Рог. Живописная бухта, по берегам расположен город Владивосток, и бухта является одним из самых красивых мест города. Именно с бухты открываются захватывающие виды на морской пейзаж. А также Золотой Рог – это порт. Если вы будете гулять по набережным, вы заметите большое количество кораблей, больших, маленьких кораблей, больших лодок, маленьких лодок. В общем, Владивосток – это город-порт. Сразу это видно. А теперь давайте немного про историю. Например, сейчас я нахожусь в центре Владивостока. Эта улица называется улица Адмирала Фокина, или жители Владивостока называют ее Владивосточный Арбат или Дальневосточный Арбат. Это район очень-очень старый. Район назывался и называется сейчас Миллионка. Как вы думаете, почему такое интересное название? В конце 19-го, начале 20 века на небольшой площади Миллионка проживало очень большое количество людей. 1000 людей. И люди эти были иностранцы, проживало 1000 китайцев, а по виду можно было сказать, что их было 1 миллион. Появилось такое название площади и такое название района Миллионка. И очень интересные и необычные здания в центре Владивостока. Видно, что очень много надстроек, то есть одноэтажные дома надстраивали. И когда мы заходим внутрь двора, то мы видим, как внутри дворов очень много пристроенных лестниц. И эти лестницы прям пристраивают не к первому этажу, а ко второму этажу. Вот такие вот необычные сооружения в центре Владивостока. А если вдруг вы попадете во Владивосток, то я вам рекомендую отправиться на самую высокую сопку города, сопка Орлиная или Орлиное гнездо. Там сейчас делают небольшой, но очень уютный парк. И с этой сопки, с этого места можно посмотреть на панораму города, увидеть спальный район, то есть район через Золотой мост, увидеть бухту Золотой Рог и насладиться морским и городским пейзажем. А теперь давайте посмотрим фрагменты путешествия, прогулки по городу Владивосток, по острову Русский и насладимся этой красотой. Владивосток. А ну туда тоже можно. Большой аэропорт. И, кстати, вот там Аэроэкспресс. Потому что аэропорт Владивостока находится не совсем рядом с Владивостоком. Он находится в городе Артем. Вот. Так что приезжайте во Владивосток. Да? Да! Ну что, мы во Владивостоке, находимся на центральной площади. За мной вот эта вот Светланская улица с одной стороны, а с другой стороны вот залив и там дальше Японское море. Буду показывать вам город Владивосток с разных сторон.
это небольшое видео о путешествии во Владивосток. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи!